Против режима запускают новый пакет санкций. Свободные спортсмены готовятся к Олимпиаде, а Нацбанк возвращает деньги пострадавшим от репрессий. Обо всем хорошем, что приближает Беларусь к позитивным переменам, прямо сейчас. Санкции против режима Лукашенко, который перевернул страницу и старается не вспоминать ни о сфальсифицированных выборах, ни о тех, кто пострадал от его террора в августе, продолжают набирать силу. Запретили чиновникам въезд во многие страны мира. И что? Белорусам от этого ни холодно, ни жарко. Военная диктатура, кажется, вообще не обращает на это никакого внимания. Но нет, вслед за первыми двумя пакетами санкций скоро в силу вступит и третий. Что это значит? И кому от него станет хуже? Мы расспросили главу Народного антикризисного управления Павла Латушко. Мы ожидаем, что до конца этой недели, как до католического Рождества, европейскими структурами будет принят третий пакет санкций, который будет предполагать как расширение списка лиц, которым нежелательно пребывание на территории Европейского Союза, и государств, которые присоединятся, поддержат это решение, так и будут введены точечные экономические санкции в отношении кошельков режима, тех, кто финансирует и поддерживает его своими средствами. Это третий пакет. Четвертый пакет санкций предполагает уже секторальные санкции, расширение списка лиц, которые оказывают финансовое содействие режиму, прежде всего предпринимателям и бизнесменам. А этот пакет уже будет рассматриваться в следующем году. Так что третий пакет мы ожидаем до конца этого года, скорее всего, до Рождества. Что касательно акта о демократии, сейчас он находится на рассмотрении в Сенате. В том случае, если он будет принят в этом году, то и можно ожидать, что в ближайшие несколько месяцев реально начнут действовать экономические санкции со стороны Соединенных Штатов Америки. Как правило, к этим пакетам присоединяются такие ведущие страны, как Канада и Великобритания. Уже, кстати, санкции дают свой результат. Мы видим полное ограничение контактов с Лукашенко. Мы видим, что фактически никто с ним не встречается. Он признан нелегитимным главой государства. Ограничены контакты с правительством, в том числе ряд кредитных учреждений, Европейский банк реконструкции и развития, например, которые отказались продолжить финансовую поддержку режима. То есть санкции уже реально действуют. К сожалению, как бы ни было, к сожалению, действуют они в отношении имиджа нашей страны. Очень многие бизнес-структуры, компании, финансовые учреждения 10 раз подумают, прежде чем подписывать какие-то контракты с белорусским правительством. В общем, главный плюс происходящего в том, что скоро деньги на силовое удержание власти закончатся, а другой опоры у нелегитимного президента фактически нет. Правда, и не стоит забывать о том, что в стране после этого, до восстановления экономики, большинству придется затянуть, как говорится, пояса потуже. К счастью, для того, чтобы это продлилось недолго, сейчас делается все возможное. Активно работают над этим белорусские диаспоры, при помощи которых теперь появились и народные посольства. Только что это такое? Народное посольство, народное консульство – это вообще историческое событие, потому что впервые отдельная взятая страна организовала открытие народных представительств за рубежом своего государства. И это фактически общественная инициатива. Мы вообще наблюдаем за уникальной ситуацией, когда белорусская диаспора впервые за историю существования белорусской государственности настолько объединена и настолько мотивирована с точки зрения поддержки демократизации нашего государства, поддержки всех проектов, связанных и направленных на то, чтобы Беларусь стала свободной страной, в которой соблюдались права человека. И именно эта инициатива Суполки, белорусы зарубежья, поддержанная Народным антикризисным управлением, у нас работает целая команда профессиональных дипломатов, и позволила нам открыть народное посольство. Тот факт, что на церемонии открытия присутствовала вице-президент Европейского парламента, депутаты Европейского парламента от разных государств мира, депутаты национальных парламентов разных государств Европы, это фактически де-факто признание такой инициативы. И это очень важно. Конечно, граждане Беларуси, которые не хотят обращаться в официальные дипмиссии нелегитимной власти Беларуси, могут обратиться в народное посольство. Предоставление информации, оказание каких-то правовых услуг, это все будут стараться сделать народное посольство, насколько это позволит их инициативность, их связи, контакты в стране пребывания. Конечно, народное посольство будет выполнять и функцию информирования о реальных событиях, которые происходят в нашей стране.
стране. Информирование как парламентов тех государств, где они открылись, так и политиков, общественных деятелей, средств массовой информации, передача реальной информации о Беларуси. Правдивая информация о происходящем в стране и дополнительная поддержка белорусов – чем не хорошая новость, но это мы только начали. О том, чему могут порадоваться спортивные болельщики Беларуси, далее. Уже почти 2000 выдающихся белорусских спортсменов подписали открытое письмо, в котором осуждают фальсификацию выборов и насилие над гражданами страны. Для многих профессионалов этот поступок, прямо скажем, стал серьезной угрозой для продолжения карьеры. Ведь за ним последовал стандартный набор режима – увольнение и репрессии. А это значит ни тебе полноценных тренировок, ни сборов, ни возможности представить страну на международных соревнованиях. Или нет? Благодаря активной работе Фонда спортивной солидарности наши звезды получили возможность радовать болельщиков новыми рекордами, а в будущем и олимпийскими медалями. О хороших новостях подробнее расскажет координатор фонда и автор того самого письма Александр Опейкин. Хорошая новость заключается в том, что МОК рекомендовал международным федерациям спортивным допустить к квалификационным мероприятиям спортсменов, которые были исключены из состава национальных команд. Вот это хорошая новость, конечно, да. Мы, в общем-то, этого в основном добивались. Конечно, естественно, это связано с нарушением Олимпийской хартии, которую нужно было просто аргументированно доказать и просто направить это все в Международный олимпийский комитет, провести с ним переговоры. Они, естественно, начали расследование по этому поводу независимое. И, независимое расследование показало, что, в общем-то, Олимпийская хартия нарушена. Соответственно, Международный олимпийский комитет принял решение ввести санкции. Мы санкций, в общем-то, и не требовали. То есть нам достаточно было бы, чтобы допустили спортсменов. Одно дело официальное разрешение на участие в Олимпиаде, а другое дело подготовка. Как спортсмены, лишенные возможности тренироваться в Беларуси, вообще смогут показать хоть какие-то заметные результаты? Мы, в общем-то, и занимаемся тем, что мы помогаем спортсменам как раз-таки готовиться к Олимпийским играм. Спортсмены, которые потеряли возможность финансовую, потеряли свои стипендии за свою позицию, потеряли какое-то финансирование. Фонд этим и занимается. Мы как раз-таки собираем средства для того, чтобы помогать этим спортсменам. Потому что труд спортсмена, он очень тяжел на самом деле. И выйти даже на уровень, олимпийский, для того, чтобы это сделать, нужно пройти спортсмену колоссальный просто путь. И в чем героизм вот этого поступка спортсменов? Не в том, что они поставили подписи под открытым письмом, а в том, что они их не убрали. Когда им сказали, что мы вас уволим, заберем у вас все, и вы не поедете на Олимпиаду, и вообще никуда не поедете, и люди не сделали шаг назад. Легкоатлеты хорошо готовятся, вот как раз Оля Мазуренок, Света Куделич, Даша Борисевич, они очень хорошо готовятся. Значит, мы как раз помогаем со сборами, они летели, на сборы летали, готовились в Турцию. Дзюдоисты, мне кажется, очень хорошо готовы, и у них там тоже очень хорошие перспективы. То есть мы тоже помогали им со сборами. Поэтому я думаю, что на самом деле у нас, если будет кто-то в медалях, фантастическая победа всех независимых свободных спортсменов. Но вообще их много, у нас реально есть классные спортсмены очень, которые действительно топовые. В общем, будем ждать новых побед и рекордов. О хороших новостях от других фондов и безопасности белорусов в обмен на репутацию напоследок. О фондах помощи, которые помогают репрессированным, потерявшим работу и пострадавшим на мирных акциях белорусам, не слышал только ленивый. Или тот, кто получает информацию только из государственных источников. Да и там о фондах тоже рассказывали. Правда, услышать можно было и хорошее, и плохое. Одни благодарят за финансовую помощь и оплату штрафов, другие называют фонды мошенничеством и уверены, что все пожертвования уходят вовсе не пострадавшим. Более того, недавно те, кто помощь получил, столкнулись с блокировкой счетов, наложением на них ареста и списыванием солидных сумм с личных карточек. И ничего хорошего ждать вроде бы уже не приходилось. Какая тут помощь в таких-то условиях? Как внезапно Нацбанк отмотал все назад. Карточки разблокировал и даже деньги вернул. Чудеса, да и только. Что это было? Спросим у сооснователя Фонда солидарности «Байсол» Андрея Стрижака. Это вопрос стабильности банковской системы.
Дело в том, что есть немаловажный нюанс, когда мы получили информацию о том, что начали блокироваться счета тех, кто получает помощь от компании BuyHelp, к нам параллельно начала идти информация о том, что просто блокируются переводы из-за рубежа. То есть там сестра брату переводит с Кипра какие-то деньги, и у него блокируется счет, и деньги забираются. То есть власть в определенный момент начала наносить удары вообще рандомно, по разным переводам. А к чему это ведет? Это ведет к тому, что если, представьте себе, простой человек, гастарбайтер, переводит своей семье деньги, у него эти деньги изымают, и счет блокируется, например, а счет единственный, на который его жена получает декретное, получается, что это вообще обрезание всех возможностей финансирования семьи. Будет ли доверие к такой финансовой системе, к такой банковской системе? Я не думаю, что оно повысится, и наверняка люди начнут просто забирать деньги из системы. И, судя по всему, вот эти оттоки не только депозитов, а вообще вывод операций в кэш, который в Беларуси наблюдается, это частично виной вот эта блокировка, потому что она во многих случаях была реально произвольная, то есть людей блокировали без всякого отношения к BuyHelp. И Нацбанк сейчас дал очень мощный сигнал, что мы эту ситуацию обуздали, вот деньги вернули, поэтому можете спокойно дальше пользоваться банками. Так что это такая вот тактическая победа с нашей стороны, с другой стороны это серьезный удар по репутации вообще белорусской банковской системе, потому что люди 100 раз подумают теперь, можно ли ей доверять. Байсол конкретно еще раз убедился в справедливости выбранных методов перечисления, что крипта все-таки безопаснее. Выводы основные – это работать как можно более безопасными способами, даже в ущерб прозрачности, которой нас иногда упрекают в непрозрачности, но тут такой вопрос, что это баланс всегда. С одной стороны, ты должен быть прозрачен, подотчетен перед донорами, с другой стороны, если ты работаешь в условиях фактически оккупированной страны, то ты должен думать о безопасности людей, которым ты помогаешь. В общем, без поддержки те, кто остался без работы из-за забастовок или пострадал от действий силовиков, не останутся. Фонд продолжит адаптироваться к новым условиям и, конечно, помогать. Мы сейчас прошли через достаточно сложный этап осознания того, что мы должны будем переформатироваться, должны будем работать на дальнюю дистанцию. И для нас это было не очень простое решение, потому что казалось, что там мы собрали денег, мы их раздали, это привело к какому-то результату, все, власть поменялась. Так не получилось, это значит, что нам нужно работать по-другому. Но в любом случае, из хорошего фонд не закрывается, фонд продолжает свою работу, фонд продолжает поддерживать людей до тех пор, пока у него будут на это ресурсы, пока будут средства поступать на наш счет, они будут уходить в Беларусь. Мы сейчас прилагаем очень большие усилия для того, чтобы этих денег было достаточно для того, чтобы поддерживать в первую очередь дворовые инициативы, чтобы поддерживать процесс международной уголовной юрисдикции и другие инструменты, которые позволяют воздействовать на власть и делать так, чтобы она как можно быстрее сменилась. То есть наш девиз как и был, так и остался. Мы не останавливаемся, побеждаем и работаем дальше. Ну а ваша поддержка нужна не только фонду, но и нашему проекту. Для этого достаточно поставить лайк, написать комментарий о том, что радует вас в эти непростые времена, и подписаться на канал Маланка Медиа. Вместе верим, можем, переможем. До следующей недели и побольше нам всем хороших новостей.